Всем привет из города Орландо в Соединенных Штатах Америки. За последние дни мне поступило большое количество вопросов о том, как сейчас обстоят дела здесь, в США, с коронавирусом. Люди насмотрелись ужаснейших новостей из Нью-Йорка о большом количестве заболевших и умерших. И они с ужасом у меня спрашивают, как я здесь умудряюсь в США выживать. Что ж, сейчас я нахожусь в небольшом, но очень милом парке. И кроме меня здесь действительно никого нет. Гуляет буквально пару человек. И можно сделать выводы, что действительно то ли народ весь вымер, то ли он сидит в карантине по домам. Поэтому я хочу вместе с вами проехаться по местным магазинам, погулять по улицам, посмотреть, есть ли вообще хоть где-то люди и как они при этом себя ведут. Я сейчас приехал к огромному озеру. Здесь обычно отдыхает очень много людей. И хочу посмотреть, есть ли сейчас отдыхающие. Люди стоят с удочками, кто-то гуляет, поэтому нельзя сказать, что как-то особо сильно отличается здесь у озера поведение людей от того, к которому, собственно говоря, все привыкли. Что ж, погнали сейчас в магазины, посмотрим, как обстоят дела там. Сейчас я приехал в магазин Walmart, стою в очереди у входа. Дело в том, что в магазин можно войти только тогда, когда из него выйдут другие люди, чтобы там внутри магазина не создавалось толпы. И люди стоят в этой очереди вот на таком вот расстоянии, возле этих полосочек. Как написано здесь, 6 футов, все соблюдают действительно эти предписанные рекомендации. За мной, наверное, человек уже 25, передо мной человек 10. То есть действительно для того, чтобы войти в супермаркет, нужно потратить какое-то время. Сейчас я приехал в магазин Green Hills. Это магазин европейских продуктов, European Food Market. Все русскоговорящие жители Орландо, конечно же, знают, что здесь в том числе можно закупиться и вкусняшками из России. В этом магазине соседствуют продукты со всей Европы, в том числе из России. Вот, например, из Хорватии, Made in Croatia. И тут же приправки из России. С нами вкуснее. Вобла, 2 рыбки. 9 баксов. Есть пряники, довольно большой выбор. 2,5 бакса. Также здесь представлен алкоголь, душа аббата. Наверняка здесь есть и душа монаха. Пол-литра жигулевского примерно 3 бакса, немного дешевле самарская, 2,5 бакса. За последний месяц в США очень сильно подешевело топливо. Например, сейчас здесь в Орландо галлон самого дешевого бензина, который соответствует нашему 92-му, стоит всего лишь $1.72, а вот еще месяц назад тот же самый бенз стоил почти 2,5 бакса.
Сейчас я приехал еще в один парк, он называется Secret Lake Park, он тоже открыт для посетителей. Единственное, что здесь официально закрыты для посещения все площадки, игровые детские площадки, баскетбольные, теннисные корты. Однако, насколько вы видите, это никак не мешает людям прямо в данную минуту играть на теннисном корте. Все построено на доверии, то есть есть некоторые рекомендации, которые желательно выполнять, однако полицейские не приходят, не скручивают на теннисных кортах, не выписывают штрафы. Баскетбольный корт тоже официально закрыт, о чем гласит эта табличка, однако здесь только что не мешало также молодым людям играть в мячик, но они, конечно же, не играли здесь какой-то большой командой, а вдвоем забрасывали мяч в кольцо. Здесь есть вот такая вот желтая ленточка, которой площадка частично огорожена, также сняли одно кольцо, ну, как раз, наверное, для того, чтобы не играли здесь большими командами, но если вы сюда придете вдвоем вечером, это не считается каким-то страшным нарушением. С пониманием, на самом деле, сейчас здесь относятся власти к таким вещам. Сколько вы видите, в парке есть в этом люди, они катаются на велосипедах, сидят на скамеечках, гуляют с собаками. Все очень мило, абсолютно не чувствуется какого-то ажиотажа, какой-то паники. На досках люди катаются, ну и вообще отдыхают как могут. То есть далеко не все сидят, американцы, сейчас по домам. Все-таки стараются как-то проводить время и на природе тоже. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поддержите продвижение моего канала лайком и любым комментом. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, которые я постараюсь сделать еще интереснее. До скорого!